В старых деревнях говорили: если в доме люди часто болеют, плохо спят и ссорятся без причины, значит, пространство устало. Тогда не искали сложных средств. Брали уголек, клали на него смолу или сухую траву, и по дому медленно шел теплый дым. Считалось, что он выгоняет не саму болезнь, а то состояние, из которого она выросла. Сегодня это звучит как легенда, но еще 100 лет назад так выглядела обычная народная медицина. Ладан сопровождал человека с глубокой древности. Это ароматная смола, которую собирают с деревьев, растущих в сухих и жарких местах. Но в народной традиции редко делили строго, что именно используется – смола дерева или растение ладанник. Для людей было важно другое. Дым, запах и ощущения, которые они давали. Если после этого человеку становилось легче дышать, спокойнее внутри и тише в голове, значит, средство считалось полезным. Ладан применяли не постоянно, а в особых случаях. Чаще всего при болезнях дыхания. Когда кашель долго не проходил, грудь была тяжелой, а силы на исходе, человека сажали рядом с тлеющим угольком. Дым был мягким, не тяжелым. Им не надышивались, а просто находились рядом, делая неглубокие вдохи. Считалось, что ладан раскрывает грудь, смягчает дыхание и помогает телу справиться с болезнью. Очень важным был момент выздоровления. Когда болезнь отступала, дома окуривали ладаном. Не из страха перед микробами, о них тогда не знали. Люди говорили, что после болезни в доме остается тяжесть, и если ее не убрать, силы будут возвращаться медленно. Окуривание считалось способом завершить болезнь, поставить точку и дать человеку восстановиться не только телом, но и состоянием. Использовали ладан и при том, что сегодня назвали бы тревогой или нервным истощением. Тогда говорили проще – тяжелая голова или смутные мысли. Вечером, в тишине, без разговоров, слегка окуривали помещение. Верили, что дым собирает мысли, убирает внутреннюю суету и помогает уснуть без тяжелых снов. И что интересно, такие практики почти всегда сопровождались покоем, замедлением и вниманием к себе. Ладанник, в отличие от настоящего ладана, чаще применяли в быту. Это растение было ближе и доступнее. Его сушили, клали в мешочки, иногда слегка окуривали дом. Он считался более мягким и подходящим для детей, пожилых людей и женщин после родов. В народной медицине его использовали при слабости, апатии, после тяжелых периодов жизни. Сегодня сказали бы, что он поддерживает нервную систему и помогает восстановлению. Люди прошлого не знали слов вроде стресс или перегруз нервной системы, но они прекрасно знали ощущения, когда внутри становится слишком шумно. Они интуитивно понимали. Запах, тепло и тишина замедляют дыхание, снижают напряжение и возвращают ощущение контроля над собой. Ладан не лечил все подряд. Он создавал условия, в которых тело и психика могли начать восстанавливаться. Важно понимать, что ладан всегда использовали с мерой. Это не был ежедневный ритуал и не замена воздуху. Его применяли редко, осознанно и недолго. После окуривания дом обязательно проветривали. Ладан воспринимался не как привычка, а как инструмент для определенного момента и состояния. Сегодня мы живем в мире, где лечат симптомы, но редко задумываются о пространстве и внутреннем состоянии человека. Ладан и ладанник – это напоминание о другом подходе. О том, что здоровье начинается с тишины, с дыхания и с того, в какой среде мы живем. И иногда достаточно простого природного средства, чтобы вернуть себе ощущение покоя и целостности. Если тебе близок такой взгляд на природу и народную медицину, если важно не просто что-то узнать, а почувствовать смысл, подпишись на канал. Здесь мы не спешим и не гонимся за сенсациями. Мы вспоминаем то, что люди знали веками, и учимся слушать природу снова.